Здорово, YouTube, Максим Густарев на связи, и сегодня у нас нестандартный и вполне интересный ролик. Сегодня поговорим о платформе Kinescope, которая является типа аналогом YouTube, типа аналогом Vimeo, но такая более закрытая. И на это есть причины. Причина номер раз. Прикиньте, мой курс по фотографии слили на YouTube. Вообще охренели. Просто ни стыда, ни совести. Тупо на YouTube загрузили. Понятное дело, я подал за жалобу, и видосы удалили. И вот тут сразу опять же возник вопрос. На YouTube же нельзя грузить обучающий контент премиум класса. То есть есть ролики бесплатные. В принципе, мой YouTube, он полностью бесплатный. Смотрите, здесь много всего. Реально гигантское количество здесь полезной информации. Но также, к примеру, у меня есть курс по фотографии, и на YouTube я его не могу грузить по абсолютно простым, понятным причинам. Причина номер раз. Все-таки есть ограничения цензуры, а у меня в курсе много обнаженки. Причина номер два. Такой курс распространять можно только встраивая видео, и эти видео абсолютно никак не защищены. Любой человек там может взять себе прямую ссылку, отправить ее другу в чат, в городской чат, в чат вашего дома, и в результате все бесплатный доступ к этому курсу имеют. Тоже как бы не совсем красиво. И третья причина. Сейчас YouTube начинает достаточно сильно замедляться, и вот эти все ограничения нужно как-то тоже обходить, чтобы зрителям было смотреть удобно, чтобы зрители не видели тормозную картинку. Именно для этого у нас есть Kinescope. Сразу поясню за название ролика. YouTube незаменим, ребят. Как бы вы ни хотели, заменить его сейчас нереально. Но у YouTube есть альтернативы, которые позволяют вам транслировать именно платный контент на более высоком уровне. Ребят, я не буду вас учить преподавать. Скажу лишь, что ценность передаваемых вами знаний должна быть выше цены. Тогда все будет окей. Тогда будут хорошие отзывы, тогда все будут довольны обучением, будут говорить вам вообще молодцы, и тогда просто будут напросто клиенты. Сегодня я хочу затронуть именно техническую сторону реализации онлайн-курса. И лучше всего это сделать на моем собственном примере. У меня фотошкола. Ровно сейчас идет курс по фотографии, и он полностью реализован следующими инструментами. Vfolio как конструктор страницы курса, Telegram для общения с учениками, разумеется, Kinescope и Vimeo для хранения видео и трансляции стримов. И все это, конечно же, делается через OBS. Все процессы с точки зрения организации максимально просты, а самое главное — автоматизированы. И тут тоже такой нюансик, что я не бизнесмен, я не инфо-цыган, я не умею продавать, у меня вот этого всего как-то в голове не настроено, а на самом деле жаль. В принципе, все группы, которые я сейчас собираю, они набираются полными, и это происходит исключительно благодаря контенту, который я создаю. Типа вот такие видосики. Перед стартом курса я могу сделать коротенький анонс из 1-2 сторис себе в Инстаграм. Этого, в принципе, для набора хватает. За это, конечно, большое спасибо вам. Это значит, что я делаю просто правильный контент. Итак, как работает моя фотошкола? Онлайн фотошкола. Вся оболочка живет на сайте от Vfolio. Зритель переходит ко мне на сайт, ознакомливается с содержанием курса на небольшом лендосе, реализованном на Vfolio, платформе, о которой я уже не раз рассказывал на своем канале. Если вы еще не смотрели, то вот этот видос вам прям обязательно надо глянуть. Далее человек принимает решение купить курс, оплачивает его и получает доступ к закрытой странице курса с доступом по одноразовым паролям. Они будут приходить ему на электронную почту. Страница курса реализована стандартными блоками. На ее создание, ребят, потрачено 0 рублей и от силы час живого времени. Только текст и HTML-блоки, в которые я интегрирую видео с внешних площадок, таких как Vimeo, YouTube и Kinescope. Тут расположены все видеоуроки, дополнительные видео и ближайшие трансляции с таймером, показывающим время до старта каждого занятия. Ученик всегда знает, когда начнется следующий урок. Он всегда может посмотреть уже прошедший стрим в записи. А главное, все расписание уже настроено, и мне не нужно постоянно что-то поднастраивать. С созданием блоков на странице курса все как бы элементарно. А вот вызвать больше интерес может вопрос: а что именно мы интегрируем в эти блоки? И откуда? Самый главный вопрос: а где, собственно, проводить стримы? И где хранить видеоуроки? Я использую 3 платформы. Это YouTube, Vimeo и Kinescope. Kinescope я начал пользоваться относительно недавно, уже на самом деле целый год я его использую. И вот сейчас я уже могу провести честное сравнение. Первое. YouTube, конечно же, самая очевидная площадка. Она полностью бесплатна. Можно грузить видео с защитой по ссылке, интегрировать видео через HTML-блок, или просто скопировав ссылку в видеоблок на Vfolio. Из минусов самое очевидное — это замедление YouTube. В России он сейчас немножечко тормозит.
немножечко, и как бы, можно сказать, что он отъехал. Я очень надеюсь, что он приедет, и вот если как раз ваши ученики находятся в России, то курс может просто не состояться. Второе — это ограничение взрослого контента. Никаких сисечек на YouTube грузить нельзя. Третье — это просто абсолютно никакая защита от слив. Ее просто нету. Если я и использую YouTube, то только в качестве дополнительных, факультативных видео, которые беру со своего же канала и интегрирую прямыми ссылками. И вот если их не учитывать, то весь курс состоит исключительно из специально записанных под этот курс видеоуроков, которые я храню на Vimeo и на Кинескопе, ну а также из лайв-трансляций. Для начала разберем Vimeo. Бородатая платформа, ребят, которой 100 лет в обед. Да-да, это та самая глючная и тормознутая, с аудиторией в миллионы человек, монетизацией гигантской, платными подписками, нехилой такой капитализацией, и все равно она, тормозит. Из плюсов она пока что работает в России. И на самом простом тарифе в $9 в месяц вам предоставляется 2 терабайта под ваши видосики. Это, кстати, нормальное такое хранилище. Видосики можно залочить под показ только на определенных доменах, и это круто. В моем случае сюда я гружу все для Патреона и Бусти. Бэкстейджи со съемок, уроки по обработке, записи прошедших стримов в Discord. И все это лочится под мой собственный домен. Очень удобно. Из минусов у нее, достаточно глючный интерфейс, но это терпимо. Оплатить Vimeo в России тоже, к сожалению, не получится. Нужна вам будет зарубежная карта. И вот самое, наверное, главное, камень преткновения — это проведение стримов. Для того, чтобы, просто вдумайтесь, чтобы на Vimeo проводить стримы, нужен тариф бизнес, а он стоит $75 в месяц. Да пошли они. Именно поэтому я и ушел на другую платформу. На Кинескоп, давайте о нем поговорим. Вот здесь прям должна быть здоровенная табличка, дисклеймер, что это не реклама. Мне за этот ролик никто ничего не платил. Ясно? Это моя искренняя рекомендация вам. Кинескоп — это святой грааль, который я нашел год назад и на нем уже отвел 3 полноценных курса по фотографии. Вот его плюсы и минусы. Главное — он не тормозит. У него понятный, интерфейс. Загруженные видео можно шифровать и лочить под домен. Это защита от слива. Трансляции можно шифровать и лочить под домен. Трансляции можно планировать, интегрировать код стрима на страницу сайта и полностью кастомизировать плеер, чтобы трансляция вписывалась органично в ваш дизайн. Из минусов. Сгибайте пальцы. Первое. Непонятно, как за этот кинескоп платить. Там не совсем понятная система оплаты, она высчитывается в зависимости от того, сколько вашего контента просмотрели, сколько вы перекодировали видео. В общем, вообще непонятно. Если у вас не так много людей смотрят, не 1000 человек просматривают ваши видеоролики, у вас ограниченное количество видеороликов, к примеру, у меня на курсе, сколько там, видео 15, наверное. Каждая длится по 3-5 часов. И вот просто, к примеру, по статистике за проведение одной группы я потратил 1300 рублей. Прикиньте. В целом у меня счет вышел на порядка 5 с чем-то тысяч рублей. До 6. Охренеть! Это бесплатно! Даже Vimeo берет намного больше бабла. Это первый минус. И все, больше минусов я не нашел. Один минус. Это классно. Все, что касается длинных трансляций на курсе, я делаю через Кинескоп. И вот в этом плане она отрабатывает отлично. Я хотел еще где-то полгода назад на него сделать обзор, но извините, только сейчас руки дошли. Итак, что у нас там внутри? Давайте разбираться. После регистрации мы попадаем на главную страницу. Весь интерфейс умещается на один экран. Слева на синем фоне меню. В правой вкладке каталог со всеми видеопроектами, разбитыми на папки. Для каждой учебной группы у меня своя папка. Внутри можно увидеть, какие ролики находятся в хранилище, их размер, дату загрузки и количество просмотров. Вкладка трансляции содержит проекты с лайвстримами, также разбитыми на группы. Тут можно увидеть их статус. Какие-то уроки уже прошли, а какие-то в ожидании. Третья вкладка — аналитика. Потрясающий инструмент, показывающий и вовлеченность зрителей, и общее количество просмотров, устройства, регионы
И все это с точными настройками временных отрезков. По графику можно видеть, когда я проводил курсы, а когда отдыхал. Ну вот с ноября по февраль как бы филонил. Снизу слева окно с интеграциями для более крупного бизнеса. Там чат поддержки, настройка аккаунта, я, в общем, туда особо не лезу. Рабочая зона позволяет выбрать, с какой компанией вы работаете. Моя рабочая зона — это фотошкола, но вот если меня, конечно, пригласят в другую компанию в качестве администратора, например, как это я сделал с Инной, она админит записи, то тут я смогу переключиться между компаниями без нужды повторной авторизации. Удобно. В моем профиле можно включить двухфакторную аутентификацию, влепить аватарку, а в настройках более тонко пробежаться по более глубоким фичам. Типа работы с командой, доверенных доменов и API. Честно, сюда, ребят, я вообще не заглядываю, потому что весь движ происходит во вкладке трансляции. Давайте создадим новую трансляцию. Можно выбрать регулярное событие, а можно однократное. Советую именно его, так как ссылка останется прежней, и перед каждым стримом не нужно будет по новой настраивать обложки и названия. Допустим, пусть будет 11-й урок на курсе. Стрим по завершению сохранится в каталоге видео, в нужную мне папку. Также можно отключить DVR. Штука мега полезная именно для живого общения. Пока идет ваш стрим, у зрителей не будет возможности перематывать запись назад. Они 100% будут в лайве, без сильных задержек, и смогут задавать вопросы без отставаний. Галочка автозапуск у нас стоит, чтобы при старте стрима в OBS стрим стартовал и на кинескопе. Задержку я всегда выбираю уменьшенную. Жмякаем «Создать событие». Во вкладке «Студия» вы будете видеть подвкладку «Чат», в которой ваши админы могут модерировать сообщения, а в подвкладке «Рестриминг» можно настроить передачу потока видео на еще какие-нибудь сервисы. Не знаю, можно на Twitch там вещать. Тут мы забираем адрес сервера и ключ потока для OBS-ки. Далее идем в настройки. Заголовок, подзаголовок, постер. Я уже в фотошопе накидал обложку, просто закинуть JPEG. События можно запланировать. Время до старта будет отображаться в углу экрана, и ученик, зайдя на страницу курса, будет видеть, через сколько стартует урок. Вкладка «Конфиденциальность». Можно предоставить доступ по прямой ссылке, либо по паролю. Если предоставляете доступ к трансляции по ссылке, то пользователь, перейдя по ней, попадает вот в такое окно. Тут у нас сама трансляция, время до старта и чат, где уже можно писать комментарии под любым именем и с любым содержанием. Я, конечно же, так не делаю, потому что свои видео я лочу под домен. Это можно сделать во вкладке, где можно показывать плеер. Просто указываете ваш домен, и теперь, если кто-то получит прямую ссылку на видео даже через инструмент разработчика, перейдя по ней, мы увидим сообщение об ошибке доступа. Вообще, лог под доменное имя — это имба. Она минимизирует сливы. Конечно же, можно сделать запись экрана и расшарить, и вот для этого есть еще более серьезное шифрование. Можно в настройках пакета включить DRM-шифрование. Это как раз более продвинутая фича, которая позволяет блокировать именно запись экрана, чтобы не делали скринкаст. Работает не всегда хорошо, не на всех системах, но как бы работает. Попробуйте с Netflix, с официального что-нибудь посмотреть и сделать скриншот. У вас будет просто черный экран. Конечно же, я понимаю, что те, кто шарит, даже эти системы спокойно обходит и сливает ваши курсы. И здесь нужно не просто с этим смириться, нужно понять то, что когда сливают ваш курс, это очень-очень хорошо. Логика здесь в том, ребят, что те, кто смотрит курсы на торрентах, либо скачивает ломаное программное обеспечение, либо играет там, не знаю, в пиратские игры, они, даже если вашего курса не будет на торрентах, они его никогда в жизни не купят. Ну и, соответственно, те люди, у которых там есть, не знаю, Apple Music официальный, YouTube Premium, те люди, которые покупают игры в Steam за реальные деньги, вот они, в принципе, даже если у них будет возможность скачать курс с торрентов, они не будут его скачивать с торрентов, они лучше заплатят деньги автору, потому что получат обратную связь, попадут в комьюнити и обретут намного больше опыта, потому что слив и реальное обучение — это абсолютно разные процессы. Продолжим. Чуть ниже настройки плеера. Все, что касается визуального отображения плеера, делается именно тут. Цвета, скругление углов, логотипы и многое другое. Можно прям сильно кастомизировать в зависимости от ваших задач. И таких дизайнов плееров можно создать несколько. Ну, лично мне хватает одного. Едем дальше. Чат. Если оставить эти галочки, чат будет доступен. И если вы, как и я, чатитесь в
Телеграме, то эти галочки можно отключить. Опять же, под ваши задачи. Ну а все, что ниже, у нас уже установлено. Теперь это событие нужно встроить на мою страницу с курсом на Вифолио. Открываем страницу курса, листаем в самый низ и создаем текстовый блок с названием урока. Плюс HTML-виджет, куда вставляем код с трансляции. Вот и все. Теперь ученик, заходя на страницу курса, знает, что 28 марта у нас будет стрим. Считаю, что это архиудобно. Цена вопроса, ребят. За все время использования платформы, а это 62 тысячи минут видеотрансляции, я израсходовал трафика на 5000 рублей. Норм, да? Опять же, я отвел 3 полноценных группы, у меня были длиннющие стримы по 5 часов. Я заморочился и сделал Google табличку, которая считает расход трафика в соответствии с тарифами, представленными в пользовательском соглашении. Прикреплю ее ниже в описании, вам нужно только скачать будет отчеты с Кинескопа, вставить в эту табличку, и она посчитает итоговую сумму. Подводя итог, Кинескоп — это платформа для проведения курсов. Это не YouTube, не Vimeo, не ВК-видео, не Дзен. Тут акцент не на массовую аудиторию и трансляцию гигантского количества контента бесплатного. Нет, здесь акцент на премиум-контент для малых групп, для небольшого количества народа. Курсы, мастер-классы, вебинары. Вот это прям самая лучшая реализация. YouTube, Vimeo, Кинескоп и вот все-все-все платформы, которые вы только знаете, ребят, это мишура. Если вы занимаетесь преподавательской деятельностью, неважно, где вы это будете делать, можете вообще в Дискорде созваниваться, в TeamSpeak, можете голубиной почтой отправлять сообщения. Смысл в том, какие именно слова вы вкладываете в свое обучение, что вы говорите и насколько ваш курс ценен. Поэтому в первую очередь подумайте вообще, о чем вы говорите, насколько ценны ваши знания и насколько они могут быть полезны слушателю. На Vimeo и YouTube у меня, разумеется, промокода нет, а вот на Кинескоп промокод на 2000 рублей бонусных, которые вы можете использовать, опять же, транслировать закрытые, залоченные под доменное имя, ваше доменное имя, видосики. Пожалуйста, ссылка в описании. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, ну а еще лучше закатывайте ко мне на курс по фотографии. Там происходит очень много всего интересного, я рассказываю прям досконально, раскрываю всю базу, ну и помимо всего прочего, если у вас возникнут вопросы, что вы уже такие, ну типа крутые фотографы, все вообще знаете и вам ничего не надо, больше уже профессионал своего дела, то я уверен, вас удивлю чем-нибудь удивительным. Ссылка на курс тоже будет ниже. Увидимся.